Привет! Ты замечал за собой, что когда ты потребляешь какой-то контент, может быть в интернете, листая ленту соцсетей или просматривая телевизор, ты видишь, что какой-то человек о чем-то красноречиво и убедительно вещает, но что-то тебе подсказывает, что его слова расходятся с действительностью. Может быть, это интуиция, а может быть, это элементарная логика, которой, как правило, никто нас не учит, но которой все мы обладаем уже с детства. Логика. Вообще логика – это не про споры, это скорее про порядок в голове. Она помогает нам понять, где мысль ясна, а где кто-то все запутал, пусть даже не нарочно. Логика – это даже не столько наука, сколько умение и навык различать правду от лжи. Чтобы мыслить ясно, не нужно быть большим философом. Достаточно помнить основные три принципа логики. Первый и основной принцип – это принцип непротиворечивости. А определение примерно такое, что два противоречащих друг другу суждения об одном и том же предмете, взятом в одном и то же время и в одном и том же отношении, не могут быть одновременно истинными. Одно из этих суждений будет истинным, другое ложным. Ну или для простоты, применительно к человеческим отношениям, если кто-то говорит, что человек должен быть честным, но при этом сам одобряет обман или обманывает, явно что-то здесь не то. Второй принцип – это принцип тождества. Если ты назвал что-то яблоком, оно не может через минуту ни с того ни с сего вдруг стать лампочкой. Или, например, ты говоришь, что труд – это благо, а через минуту ты утверждаешь, нет, труд – это наказание. Следующий принцип – это принцип исключенного третьего. Какое-либо утверждение, оно либо верно, либо нет. Третьего не дано. Ну, например, идет дождь. За окном идет дождь. Он либо идет, либо нет. Или машина. Она либо едет, либо она стоит. Но даже зная все эти принципы и даже больше, даже обладая большим образованием и эрудицией, многие люди попадают в логические ловушки. Сейчас мы рассмотрим несколько основных. Бывает и так, что кто-то говорит убедительно, но при этом нелогично. А потому что он взывает не к разуму, а к чувствам слушателя. Например, кто-то утверждает, что тебе безразлична судьба стариков и больных детей, потому что ты не хочешь поддерживать какой-то конкретный проект. Но истина в том, что между утверждением «ты бессердечный» и нежеланием тебя поддерживать какой-то проект не обязательно существует логическая связь. Это опять же подмена. Или, например, когда взывают к страху. Говорят, если мы сейчас это не сделаем, то все рухнет, все пропало. Или говорят, слушай, ну ты же не можешь быть против этого, ты же нормальный человек, будь как все, не разочаровывай нас. Это опять-таки подмены и логические ловушки. Таким образом, аргумент к эмоции – это когда тебе предлагают почувствовать вместо того, чтобы понять. Эмоции важны, безусловно, эмоции важны. Но когда мы принимаем какие-то решения, руководствоваться нужно не чувствами, не эмоциями, а разумом. Логика не гарантирует, что ты всегда и во всем будешь прав. Логика – это просто один из инструментов познания самого себя и познания этого мира. Это один из инструментов, помогающих нам существовать в этом мире. Это не магия, это привычка. Привычка проверять, что я говорю, не противоречу ли я самому себе. То, что я говорю, это действительно или я просто звучу убедительно. Так что логика – это не защита от мира, это просто попытка разобраться в нем. Подписывайся, и дальше мы попробуем узнать еще что-нибудь интересное.